Привет всем! В сегодняшнем небольшом уроке шпаргалки мы рассмотрим некоторые основные приемы моделирования в программе Blender 3D. И для этого нам нужно перейти в режим Edit Mode. И здесь мы можем видеть такое небольшое меню, которое позволяет нам выбрать, с чем мы будем работать или что мы будем редактировать. Это ребра, плоскости или вершины, вот эти точки. И для начала давайте выберем плоскость. И первый прием, который мы рассмотрим, это экструдирование или выдавливание. Мы выбрали плоскость и нажимаем на клавиатурах клавишу E и тянем мышью в том направлении, в котором нам нужно. Но также мы можем просто после нажатия клавиши E нажать X, Y или Z на нашей клавиатуре и указать число, на которое мы хотим увеличить в определенную сторону наш объект. 1, 2, 3, 4 и так далее. Точно так же мы можем проэкструдировать или выдавить не только face, плоскость, но и какое-то ребро. Также нажимаем клавишу E, и вот в сторону у нас вытягивается вот такая вот плоскость. Точнее говоря, только одно ребро, но таким образом создается новая плоскость. Ctrl-Z отменяем. Точно так же мы можем выделить несколько ребер и вытянуть их в виде такой как бы прямоугольной квадратной трубы. Да? Для этого, выделив 4 вот эти ребра, мы нажимаем правую клавишу мыши и выбираем Extrude Edges, или выдавить именно края только, а не всю плоскость. Да? И мы видим, что у нас выдавливается вот такая вот что-то наподобие трубы, да. Но так как мы делаем это просто мышкой, у нас такое что-то произвольное направление получается. Если мы задали бы клавиатурой определенное направление X, Y или Z, у нас все это выдавилось бы строго по направлению. Второй прием или функцию, которую мы рассмотрим, это будет добавление ребер. Для этого вначале выделяем нужное нам ребро, и ребра будут добавляться перпендикулярно к выбранному ребру. Выбираем ребро и нажимаем Ctrl-R. Появляется ребро, и вращая колесико мышки, мы можем увеличивать количество этих ребер, сколько нам нужно, да? Вот. И первое, после того, как мы увеличили число ребер до нужного нам количества, 5, например, первое нажатие на левую кнопку мыши, оно утверждает это количество ребер. Но они у нас еще подвижные. Второе нажатие на левую кнопку мыши, оно утверждает местоположение этих ребер. Точно так же мы выбираем вот это ребро, опять нажимаем Ctrl-R, и у нас появляется перпендикулярное ему новое ребро. Вращаем колесико мышки, делаем 3 ребра. Первый щелчок мы утверждаем количество, второй щелчок утверждаем местоположение. Еще один прием или функция, которую мы сегодня рассмотрим, это объединение плоскостей и ребер. Также для этого переходим в Edit Mode. Здесь у меня уже приготовленный такой сплюснутый куб. Добавляем ребер нашему кубу. Ctrl-R. Еще раз Ctrl-R. И
Зажав клавишу Shift на нашей клавиатуре, мы выделяем ребра, точнее говоря, плоскости, которые хотим объединить в одну плоскость. После того, как мы выделили все нужные нам плоскости, правая кнопка мыши и Dissolve Faces. И мы видим, что все эти плоскости, они объединились в одну, стали по сути одним полигоном. Теперь мы можем даже удалить. Он нам предлагает выбрать, что мы хотим удалить. Мы удаляем Faces, плоскость. И видим, что под ней остался слой еще таких же плоскостей, не объединенных в одну. Тоже можем их выбрать. Можем даже не все. Удаляем. Dissolve, Delete Faces. И теперь можем посмотреть, как мы можем объединить ребра. Когда мы объединяем ребра, по сути создается новая плоскость. Выделяем вот эти два ребра и нажимаем клавишу F. Все, готово. Появилась новая плоскость, которая объединяет эти два ребра. Опять же зажимаем Shift. Но только тут нужно быть очень осторожным, чтобы не выделить то, что нам не нужно выделять. Потому что я сейчас, например, выделил вот эти вот перпендикулярные ребра. Они нам не нужны, потому что из-за этого будут возникать артефакты, то есть ошибки. Сейчас мы еще раз выделим вот эти два и вот эти два. Нажимаем F. Готово. Что-то опять я не там выделил, видать, задел где-то. Ctrl-Z. Отменяем. Да, еще одно ребро сзади здесь у меня отмечено. Но его просто зажав Shift, его можем просто отменить его выделение. Нажимаем еще раз F. И вот в этот раз видим, что у нас корректно создалась плоскость или корректно объединились ребра. Но что интересно, это все один полигон. Не 3, а 1.